Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний танк советский, вот, 8-го левела, прем-танчик Т-54, образец 1. Интересная машина, вот, и сегодня у нас полноценный гайд по этой тачке, и как уже сложилась традиция, конечно же, мы начнем с бронирования, отправляемся. Итак, вот collision модель нашей 54 образца первого. Ну и давайте начнем с НЛД. НЛД у нас 120 мм, переведенки 175-186. И как для среднего танка, это очень крепкая НЛД, согласитесь. А если еще подкрутить, довернуть, там уже за 200. И даже некоторые тяжелые танки, такие как ИС-6 черный, там не знаю, Красер, уже вот в такой проекции вас начнут испытывать затруднения с пробитием, потому что у них бронепробитие меньше 200. А теперь самое интересное. ВЛД те же самые 120 мм, снизу 190, сверху 207. Ну, ребята, это даже не анти-СТ, это для каких-то действительно тяжелых танков уже антитяж броня, потому что, опять же, довернули, и уже очень много тяжелых танков будут испытывать проблемы с этим ВЛД. По сути, и примечателен этот танк именно бронированием ВЛД, потому что рикошетит, отбивает эта бронеплита действительно очень много. Маска орудия у нас 203, ну такое, сверху 220, 214, щеки 249, внизу уже там под 600, здесь 350 не пробить, там вообще рикошет. То есть самое слабое место во всем этом танке, по сути, это маска орудия справа и слева от орудия. Есть еще, правда, лючок у нас в 100 миллиметров, да, но он находится сзади, в принципе, тогда нет, оно, как его сказать, что он небольшой? Большой он, туда можно закидывать, ну, извините, как есть. Боковое бронирование у нас 90, нет у нас никакого фальшборта, и танкует он, конечно, божественно. 90, ну, господа, как у тяжелого танка. Вот такой вот Т-54. Через каток не бьется, рикошет и не пробить. Поэтому от борта среди средних танков это король танкования. Так, с броней разобрались, она реально годная. Давайте глядеть пушечку 100 миллиметровочку у нас стоит с альфой 250. Вот как раз альфы маловато. Вообще ненавижу такую альфу. Чтобы много настрелять, это сколько пукать надо. 190 пробитие на основном, 247 на голде. С бронепробитием все хорошо. Но вот здесь бы, если было бы хотя бы 205, было бы прям уверенно лучше на нем фармить. Вот, заряжается пушка 8 секунд на стоке, 0.36 точность неплохая, время сведения 2,2 секунды, почти 1900 дпм. По полевой модернизации во втором блоке легкосплавные узлы крепления, в четвертом настройка рычагов подвески и в пятом антибликовую маскировку ФА. Второй слот я поставил на обзор. По снаряжению, точнее по оборудованию. Стандартный комплект, можно сказать, один из видов стандартных комплектов для СТ на 8 уровне. Я поставил в основной слот на подвижность турбину, да, чтобы Т-54 ездила пошустрее. Во второй слот поставил просветленку, люблю светить на средних танках. Ну и поставил досел. Да, сюда бы было комфортно поставить стаб. Этому орудию нужен стаб, потому что стабилизация на этой пушке не самая комфортная. Но чем-то приходится жертвовать, и я все-таки катаю вот на такой сборке. По снарядам у нас основной тип снаряда ББХ. Летит не самая комфортная скорость, почти 900 метров в секунду, но не то. Голда у нас подкол, и тут уже у нас нормально, 1120. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматически, я до паёк впихнул, 4 члена экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой. По УВН у нас минимально комфортный, и как для средних танков, минус 7, ну, советских танков это реально прям жир, но все равно это мало, безусловно мало, это можно все равно сказать, что танк без УВН.
Вот. По ХП у нас все четко, 1300. По мобильности у нас 49 вперед, 19 назад, это с турбиной, 24 лошади на тонну, то есть подвижность у него годная. 4,74 метра обзор, да, при наличии просветленной оптики, это круто. Вот, ну, незаметность у нас еще не вкачана на этом танке. Я раньше перки прокачивал немного по-другому, 22%, но раскачать до 33 где-то можно. Это факт. По плюсам и минусам машины. Невероятная броня, как для СТ. Вы поехали с группой СТ, да, и вы в этой группе самый тяжело бронированный танк, который может себе позволить биться в первых рядах. По пушке все в принципе неплохо, и даже УВН, конечно, да, вот пробитие побольше, альфа нище. Но в принципе все равно плюс по пушке. По подвижности плюс, по незаметности тоже плюс, надо просто качать перк незаметности. Получается-то у нас вообще тут одни кругом только плюсы, по обзору плюс. Ну действительно неплохо сбалансированный танк, и давайте уже проверять этот надежный агрегат. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте его пощупаем. Погнали. Ух, тяжелых танков сколько. Так. К восьмерочкам нас занесло. К восьмерочкам нас занесло. Че, на центр поедем? У нас обзор боем Т-54 образец 1. Советский прем-танк 8-го левела. Ага. Без УВН. А карта, сами видите, какая. Вот и вопрос возникает, а как, собственно, нам тут играть? Поедем в замок, наверное, что. Там хоть от борта что-то можем придумать. ЛТТБ поехал в ангар. Нехер. Ух ты. Говна кусочек. Хорошо. 44 поехала в ангар. Блин, успел он мне, гад, насрать-то, а? Такое.
там делаешь? Какие-то фугасы. Промазал. Не пробил. Тут супер перша. Гаденыш, я перекрутил борт, да? Да. Перекрутил борт, господа. Но переигрывать не буду, как есть. Нельзя перекручивать. Можно на Т-54 образец 1 танковать. У нас хорошие борта. Но я перекрутил и даже супер перш со своим. Ну вот видно, да, перекрутил. Со своим слабым пробитием смог меня забить. Ну 2К мы все равно урона дали. 341 насветили. 2300 суммы, 900 натанковали. Ну и перекручивал борт. Ой, как обидно. Вот, ну, броня у нас, сами знаете, в корпусе и башне-то есть. И мы в легкую могли перестрелять в этом бою супер перша. Но, увы. Увы. Да, у врагов турбослив. Прям вообще конкретный. В ВК последний из магикян. Вот, что можно сказать вообще по Т-54 образец 1? Среди средних танков на 8 уровне это один из самых крепких. Ну реально, один из самых крепких с точки зрения корпуса, да и башни тоже. Вот, удручает, что в этом танке? Единственное, по сути, больше всего это, конечно, УВН отсутствие, да, ну и немного это бронепробитие на основном снаряде. Могли бы чуть-чуть побольше дать 44-то. Вот. Но в целом танк годный. Эх, УВН бы ему. По пятибалльной системе твердая четверка, совок. Он не может обладать лучшим УВН, к сожалению. Как-то так. Поэтому твердую четверочку мы ему все равно поставим. Ребята, у кого есть Т-54 образец? Для тех, кто будет смотреть видео, конечно же, пишите свои комментарии, как вам эта машина в целом, да. Вот, а люди, которые хотят ее только приобрести, ну, что могу сказать? Я думаю, можно взять. Что? Если умеете отыгрывать на танках без УВН, то как СТшка, этот танчик, я думаю, вам зайдет. Учитывая его бронирование, в первую очередь, корпуса, да и башни тоже. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.